Привет, дорогие друзья! Вы, наверное, помните, как украинское интересное издание заказало мне в очередной раз, попросило меня не отвлекаться сильно на российских коррупционеров, потому что я и наших, и тех, а попросил все-таки больше времени уделять нашим коррупционерам, нашим бандитам, нашим уродам. И я поэтому, внял просьбам и больше помочил наших. Но тут раздались просьбы и с российской стороны. И вот видный эксперт, его специально для россиян сделали экспертом, это не шутка, он рассказал о том, что критика Зеленского, по сути, это заказ американской ЦИПСы. Американские агенты, американские политические структуры, ЦИПСа, которая в основном под американцами лежит, она работает сейчас против Зеленского. Конечно же, любой, кто критикует Зеленского, сразу напрягся в этот момент, ему не хочется просто быть каким-то шестеркой, можно сказать, американцев. Поэтому он сразу же переключается на российских воров опять. Это очень веселый выпуск. То есть я его делал и смеялся. Потому что и человек, о котором я решил рассказать, он позитивный. У нас кого уже только не было. То есть мы рассказывали о Министерстве обороны Российской Федерации, рассказывали про министра, про его дочурку. Отлично себя чувствует, кстати, дубайские ее похождения уже пошли в народ. Ой, кто на первом месте? Лёха лучший! Потому что мы задали тренд. Мы рассказывали про гламурного миллионера, жена которого просто швыряется сотнями тысяч долларов, находясь в Париже, путешествуя по странам НАТО и так далее, который закатывает вечеринки по 2-3 миллиона долларов, конечно же, не каких-то там рублей. Мы рассказывали про бывшего мебельщика, который тоже знает толк в том, как набить собственный карман. Уникальные люди, конечно, являются замами министров обороны Российской Федерации. Потом мы выпили по 150. Мы рассказывали про обанкротившегося мажора, который вместе с приятелями теперь приватизировал концерн Калашников. И когда отдельные русские говорят «наш Калашников», я очень хочу, чтобы они помнили. Не ваш Калашников. Калашников – это теперь частное предприятие. Здесь тоже смеюсь, не могу сдержаться, потому что на самом деле я такого даже представить себе не мог. В общем, собрали мы целую команду, получается. Собрали-то в Министерстве обороны Российской Федерации, но это команда X воров. Радиоактивные люди. И, конечно же, она будет неполной, без дамы. Такой себе дамы. И вот дама, она более позитивная, чем эти товарищи, просто уже потому, что она женщина, скажем вам так. Это замминистра обороны, очаровательная Татьяна Шевцова. Вот здесь она слева от Путина как раз таки. Татьяна занимает, пожалуй, самую ключевую роль в обеспечении армии. Она регулирует и распределяет бюджет и финансы Министерства обороны. Но смотрите, перед тем, как обеспечить армию, любой нормальный человек для начала обеспечит себя, свою семью и лучше всего еще и своих потомков, можно так сказать. Иначе бы армия с бюджетом в 5 триллионов никогда в жизни не собирала бы на теплое белье, за которое, кстати, никто до сих пор так и не отчитался. Каждая такая отгрузка обязательно будет записана в видео. Знаете, как говорят? Это, я считаю, очень мудрое высказывание. Чем богаче генерал, тем беднее солдат. И это всегда можно проверить на практике. Итак, декларация главной финансистки Минобороны Российской Федерации. Открываем и видим годовой доход 10 миллионов рублей в год. При этом есть земельный участок на 3000 квадратных метров. Речь идет о даче в достаточно элитном месте. И я думаю, это нормально. Потому что, знаете, как вот это вот мне писали раньше в комментариях, что а где по-другому? Есть, честно говоря, места, где по-другому, но есть места, где всегда десятилетиями, а то и столетиями, наверное, всегда одно и то же. То есть, где есть барья, есть смерды, Вот этого же никуда не уйти. 21 век, это же недалеко от 17-го. Итак, элитный поселок Архангельское Красногорского района Московской области. В этом же районе находятся дачи Медведева, Козака, других высокопоставленных чиновников Российской Федерации. Потому что, вы понимаете, в чем дело? Всегда надо объединяться. Во-первых, деньги к деньгам. Во-вторых, классовость все-таки есть, классовое разделение, и поэтому не со всеми же жить вместе. Это даже глупо представить себе. Как там люди спрашивали, а где иначе? Показал бы, где иначе.
Но ролик же не о том. Вот здесь вот обитает московская знать. Какая красота. Слушайте, приятно посмотреть, честно говоря. Приятно посмотреть. Вот в этом же районе, как я понимаю, уже для чиновников попроще. Более нищих чиновников. К слову, дача эта ранее находилась в государственной собственности, в управлении делами президента Российской Федерации. Но потом... знаете, как оно, чик-чик, как говорится, и все. Однако порой виды красногорских озер и сосновых лесов начинают надоедать. На этот случай российские граждане за счет своих налогов проплатили Татьяне еще и дом в поселке Парголово под Петербургом, который называют Питерской Швейцарией. Глядя на это великолепие и благолепие, конечно же, отдельные российские налогоплательщики возмутились. И спросили, так хорошо, а на чем же она ездить-то будет, а? А на чем же ездить будет? И проплатили еще и автомобили. Во всяком случае, еще пару лет назад начинали вот с таких вот автомобилей. Автомобили, как вы видите, в принципе, отечественных марок, на которых ездят все, как говорится. Это уже... Тут автомобилями никого не удивишь. Слава богу, не 70-е годы. Как говорится, Москва слезам не верит. Когда помните наш Жигули и все такое. Что-то говорит карбюратор у тебя тарахтит. Фишка в том, что больше всего... Татьяне не нравился ее старый кабинет. И это нормально. Ее кабинет стал легендарным в итоге. Потому что в нем был произведен ремонт, соответствующий уровню. И, короче, кабинет хорош. Ой, в этом кабинете мы видим парикмахерское кресло с золотыми подлокотниками, там побольше мрамора. Ну, всяких вещей, которые, в принципе, в любом кабинете есть, как говорится. Но дело в том, что чиновники Российской Федерации настолько охерели от своей безнаказанности и от своей коррупции, скажем так, что они решили записать поздравления для нее. Это тоже стало уже мемчиком, легендой. Легендарная тема. Смотрите, все, о чем я рассказываю, ну почти все. Это все из открытых источников. Просто чтобы вы в одном месте могли получить эту информацию. В честь 50-летия нашей дамы, бывшая замминистра финансов Татьяна Нестеренко и глава, вдумайтесь, федерального казначейства Роман Артюхин подарили ей клип, записали. Они в стиле Лайзы Минелли записали клип, где восхваляли нашу героиню за то, что она может сварить кашу из топора, за то, что она на 3 копейки они умеют что-то там сделать, и танцевали вокруг ее портрета. Ведь они на 3 рубля могут вооружить. Обеспечены войска, обеспечены тыл, и доволен может быть строгий ваш командир. Потом мы выпили по 150. Оборонный наш бюджет, для всех секрет, большой секрет. А в чем секрет, я скажу вам тет-а-тет, денег нет. Конечно же, спросите, как это денег нет? Так украли ж все. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Великолепный цинизм. Этот клип, который должен был быть там личным, да, но он стал случайно достоянием общественности. Этот клип — это гимн коррупции. Они ее романтизируют, они над ней смеются, потешаются сами с того, как они разворовывают бюджет и танцуют при этом. Танцуют. Я не знаю, честно говоря, я не знаю просто, что было бы даже в Украине с такого рода чиновниками, которые записали бы такой клип. Расстрелять! Понятно. Расстрелять! Понятно. Повесить! Но там они понимают, что это безнаказанно. Это можно осуществлять безнаказанно. Иногда тучи начинают сгущаться. Да какие тучи? Такие облачка начинают выходить. И вот в 2021 году всякие ветеранские правозащитные сообщества начинают жаловаться Путину, что за многие годы денежное довольствие военных и пенсии отставников так и не были проиндексированы. То есть инфляция растет, а цены на уровне 2010 года. Шевцову попросили и призвали к ответу. Ну так, а что мы с этим будем делать? А она говорит, хорошо, поднимем. И не на какие-то там 1, 2, 3, а на 4%. Мы не проверяли, сдержала ли госпожа Шевцова свое слово. Но, знаете, как говорится, если на 1% надо было бы повысить вот это вот все, проиндексировать, то тогда, я думаю, какой-то Тимур Иванов, еще один замминистра, ну, скорее всего, не купил бы все-таки яхту в одном месяце, а купил бы в следующем. Они яхты покупают. Яхты! Прикиньте, большие яхты такие. Ну, классные. Вместе с тем, за год до войны Шевцова урезала затраты на оборонные нужды, учения, а также бюджеты силовых структур на 10%. А на 5% были сокращены траты на государственную программу вооружения Российской Федерации. Самое смешное не это.
Самое смешное то, что Министерство обороны Российской Федерации решило объяснить белорусам, белорусским коллегам, как правильно контролировать госзакупки, тем самым бороться с коррупцией. Отправилась госпожа Шевцова об этом объяснять белорусам. Дело в том, что у них очень сильная коррупция. Просто Беларусь разъедает, можно сказать, коррупция. Посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная и уже на шерсти закорела все там. И поэтому россияне, как представители государства, где коррупции практически нет, отправились это объяснять. Хотя, может, это белорусы специально попросили, потому что Беларусь хотела посмотреть на каких-то топ-коррупционеров и понять вообще, как они воруют. Может быть, в этом фишка. Знаете, как с Ди Каприо в «Поймай меня, если сможешь». Ну, если ты топ-аферист, то мы хотим тебя в ФБР, как говорится. Knock-knock. Who's there? То мы хотим тебя в ФБР, как говорится, знаете. А вообще выглядело странно. Это как будто бы алкоголик отправился читать лекции о том, как вести здоровый образ жизни, как говорится. Not bad, not bad. Now you. И вот произошла странная ситуация. Дело в том, что Шевцова презентовала некую интересную систему. Инновационную, конечно, аналогов нет. Инновационная система финансирования вооруженных сил Российской Федерации в военное время с учетом различных экстремальных условий. Речь шла о развертывании автоматизированной системы ресурсного обеспечения Алушта. Система должна контролировать расходы на вооружение. Это искусственный интеллект. И контролировать выплаты военнослужащим. Ну и сразу же начали сообщать, что система дает сбои и виснет, из-за чего военные тупо не могут получить свои деньги. Но это не самое страшное. Разработка этой системы обошлась в копеечку, а комплекс работ и поставка техники, а потом доработка всяких изделий стоили Минобороне десятки миллионов. Не успела госпожа Шевцова расхвалить белорусам эту инновационную аналогов нет систему, как выполнявший работу IT-подрядчик, институт, входящий в объединение Ростех, конечно, из-за долгов обанкротился. Наверное, просто украли на системе, которая должна была рассказывать о том, как правильно бороться. То есть алкоголик, который приехал читать лекции о здоровом образе жизни, подчитал их и сразу же ушел в запой. Бюджет, оборонный бюджет Российской Федерации растет, неуклонно растет. При этом расходы на оборонку вот сокращаются. Каждая такая отгрузка обязательно будет записана в видео. Интересно, как это так происходит и почему даже зарплаты не могли проиндексировать. Какой-то большой секрет, да, как они пели, большой секрет. Разумеется, руководство Российской Федерации на это молча смотреть не могло. Ну, в этой ситуации мы просто мы уже здесь наши полномочия и все. Хлопнув кулаком по столу, они решили наградить госпожу Шевцову государственной премией Российской Федерации имени маршала Жукова. Я думаю, Жуков был бы крайне рад узнать, что его лицо будет сверкать на свете люстры лакшери кабинета замминистра Шевцовой. Смотрите, мы насчитали 18 наград, причем их вес уже настолько значительный, что госпожа Шевцова вполне возможно скоро и передвигаться сама не сможет под весом этих всех государственных наград. Но вот что хорошо, вот это реально, это того стоит. В Российской Федерации институт семьи стоит на первом месте. Там не каких-то тебе этих самых. Вот. И поэтому, конечно же, все семейные госпожи Шевцовой пристроены. Все деньги в семью. Поэтому муж Шевцовой, владеющий ЗАО Трек-Э Композит, вместе с Росатомом запустил производство титановых эндопротезов с инвестициями почти на 700 миллионов рублей в рамках импортозамещения. В 2020 году компонентами этих протезов заинтересовался Ростех, известный повышенным интересом ко всему, что не имеет аналогов и на чем можно украсть. Знаете, реально есть поверье. Чешется левая нога, это к дождю. Правая рука это к деньгам. А если у тебя жена замминистра, то ты моментально получаешь многомиллионные государственные контракты. Еще есть поверье, если живешь по соседству с председателем правления Сбербанка. Алмаз, вы сказали, что есть космический банк. А в чем различие вообще земного мира от космического? То жди, что твой сын возглавит руководящую должность в этом самом Сбербанке. При этом пацан, кстати, еще будучи студентом, знал, что будет работать в Сбербанке, потому что даже выпускную работу в своей элитной коммерческой бизнес-школе он посвятил тому, что будет работать в Сбербанке. Хуже с дальними родственниками, там, племянник влип в неприятную историю с возвратом НДС и был осужден, по всей видимости,
сначала не поняли вообще, кого судят. А потом, когда поняли, не волнуйтесь, когда поняли, то его осудили не так, как всех, а дали 4,5 года лишения свободы под стражей, но условно. Поэтому парень на свободе. Все нормально, можно вздохнуть спокойно, парень гуляет. Тут смотрите, какая история. Дело в том, что функция чиновников такого уровня в Российской Федерации практически на 100% это просто создавать общаки. Теневые, знаете, как рыба заплывает в тень, жарко на улице, смотрят люди, а рыба такая выбирает тенистые места, знаете, темные аллеи, как говорится, там все происходит. Вот туда вот куда-то бабло затасовать, да, создать какой-то вывод правильный, на правильные счета, там, и все, чтобы у нормальных людей была возможность жить в нормальных местах, передвигаться в нормальных автомобилях. Плавать ходить вернее по морю на нормальных яхтах, а не на каких-то скорлупках там по 50 метров. Вы понимаете, в чем фишка? Для меня, как для украинца, это очень классно. Это реально круто. Вы представьте себе историю, если бы все эти миллиарды шли на самом деле в армию. Если бы реально все эти миллиарды трансформировались в итоге в какие-то ружья для сбития беспилотников, которые наносят серьезный, существенный урон российской армии. Если бы, к примеру, там родственники отдельные Шойгу не откатывали на фортах, а реально там вкладывали бы эти деньги куда-то, что-то развивали бы, какие-то инновации, если бы на самом деле это все развивалось. Если бы какой-то криворучка развивал бы предприятия, а не банкротил их. Если бы Калашников не выпускал говняный автомат, который просто захейтили полностью, а реально разработал бы что-то, что стало бы опять легендарным, тогда трындец был бы. Но я думаю, что вполне возможно, если бы в Российской Федерации все было именно так, если бы воровали хотя бы с прибылей, то вполне возможно никакая война не произошла бы. У меня есть мысли на этот счет. В общем, друзья, слава Богу, для украинцев, для нас, все происходит у них так, как происходит. У меня все. Друзья мои, пока что все. Пока. Радиоактивные люди.